Сердечно здравствуйте, друзья мои. Спокойно, поножовщины не будет, не пугайтесь. Я лишь баночки вскрываю. Давно на них глаз положил. Покоя мне не дают. Мог бы, наверное, и открывашку взять, но ножом мне больше нравится. По-спартански. А вот и угощение к вашему приходу подоспело. Устраивайтесь поудобнее. Но выкидывать баночки мы с вами торопиться не будем. Ведь вы на канале Советы и лайфхаки. Для сегодняшнего мастер-класса нам понадобится это могучее сверло и молоточек. Наметим у основания банки несколько точек по кругу. Так потом будет сверлить удобнее. Шурик, подсоби, пожалуйста, будь так любезен. Насверлим несколько отверстий по кругу, отступив от дна банки около 1 сантиметра. Примерно вот так. Если вы не против, то ловите спойлер. У нас должна получиться очень полезная походная вещь. Печь для приготовления пищи и камин для обогрева. Но сначала надо еще немного постараться. Дальше нам требуется сделать 4 насечки. Чтобы случайно не завалить горизонт, возьмем линейку и сделаем отметки. Болгарин, для тебя есть маленькое, но очень ответственное задание. Сделаем небольшие надрезы, примерно по сантиметру каждый. Так, а вот эти 2 железных друга нам как нельзя кстати. Сейчас мы вас слегка оттюнингуем. Путем бесхитростных манипуляций вычислим их географический центр и сделаем отметку. На старт. Внимание, режь! Только без фанатизма, пожалуйста. До середины надрезали и хватит. А то я вас знаю, вам волю дай, увлечетесь, весь гараж располовините. Давайте теперь вставим одну металлическую пластину в другую. Получился винт пропеллера. Как наиграетесь вдоволь, разместите его в верхней части банки. Там для него прорези уже имеются. С этой пока все. Пора и вторую банку помучить. Разметим по всей окружности днища места для будущих отверстий. Оптимальный диаметр для наших отверстий 8 мм. Его и будем придерживаться. Отверстий будем делать много, чтобы по итогу наших буровых мероприятий у нас получилось что-то вроде дуршлага. Готово. Уровень проветривания максимальный. А давайте-ка возьмем плоскогубцы и загнем края нашей банки номер 2 так, чтобы у нас была возможность свободно вставлять ее в банку номер 1. Да, потрепала тебя матушка знатно. Ну ничего, мир твоей жертвы не забудет. Давайте-ка проверим. Входит? Прекрасно, как тут и была. Что нам еще нужно? А нам нужно еще пару баночек поменьше. Давайте-ка срежем их с этой погремушки. Обещаю вернуть их обратно в целости и сохранности. А кто это к нам катится? Ага, свечи. Добро пожаловать. Прошу, ложитесь под нож. Сделаем надрезы в нескольких местах. Нежно, чтобы не срезать фитиль. Отделим от него кусочки свечи и сложим их в баночку. Не порвали фитиль? Точно? Ладно, верю на слово. Со второй свечой проделаем те же манипуляции. По опыту недавно прожитых минут. Как только заполним нашу баночку кусками свечи, приступим к процессу переплавки. Проще было бы это сделать над огнем, но это ужасно скучно. Гораздо интереснее соорудить какую-нибудь эдакую конструкцию. С помощью строительного фена начнем растапливать наш парафин. Замерим высоту баночки. Ага, примерно 5 сантиметров, запомнили. Теперь нам надо отрезать картонную вставку. Отмерим 4 сантиметра, чтобы полностью помещалось в банку. Померили, отметили, порисовали и давайте резать. Не надо с ней церемониться, пусть сминается и морщится, такова ее судьба. Приступаем к скручиванию. Если покажется мало, можете добавить еще полоску. Нам по итогу нужен клубочек примерного размера с нашу баночку. Ну что, дело в шляпе, в нашем случае в банке. Сейчас будем фитильничать. Всего нам нужно 3 полоски фитиля. Привяжем к каждому фитилю гайку. Она будет играть роль утяжелителя. Когда мы будем заливать в баночку жидкий парафин, гайка не даст фитилю всплыть на поверхность и надежно пригвоздит его нижний конец ко дну. Приступим к погружению.
Ну-ка, картон, подвинься немного. У тебя новые соседи. И сразу трое. Расположим мы их на примерно равном расстоянии друг от друга, чтобы никому не обидно было. Все, предварительная подготовка завершена. А что там у нас с парафином? Прекрасно, процесс как раз-таки подходит к завершению. Выключаем нашу импровизированную плиту. Банка горячая, не вздумайте схватиться. Приступаем к заливке. Небольшими порциями равномерно заливаем содержимое. Картон должен пропитаться весь. Заполним пустоты остатками картона. Маловато парафина вышло. Свечи на переплавку. А вот теперь щедро заливаем до самых краев. Между делом еще расскажу вам, как значительно продлить жизнь одной маленькой свечки. Накапаем немного воска на дно банки, чтобы зафиксировать свечу в центре. А пространство вокруг нее заполним растительным маслом. В этом масляном бассейне свеча будет гореть в 10 раз дольше обычного. Интересно, а если я буду принимать ванну с растительным маслом, это продлит мне жизнь? Надо будет как-нибудь попробовать в одном из выпусков. Нам надо подрезать усики, а то уж больно длинноватые. Ну что ж, парафин затвердел. Пора приступать к демонстрации. Отправим наше изделие на дно банки номер 1. Как ты там, хорошо себя чувствуешь? Прекрасно. Поджигаем. Эти 3 огонька дадут нам достаточно тепла для того, чтобы мы могли согреться в палатке холодной ночью или приготовить еду в походе. Водрузим же наш сегодняшний проект на почетный подиум для демонстраций. Наш разборный пропеллер, как вы уже поняли, будет играть роль подставки под сковороду или кастрюлю. Пора, так сказать, включить наш прибор. Да будет свет! Кстати, ресурса этого изобретения вам хватит не на 1 год. Так, все, достаточно болтологии. Я уже жутко проголодался. Надеюсь, вы не против, если я приготовлю себе перекусить? Как вы можете видеть, мощности нашего изобретения хватает, чтобы приготовить яичницу. Так что берите на заметку и пользуйтесь на здоровье. А еще больше интересных лайфхаков вы можете наблюдать на нашем канале. Так что подписывайтесь немедля. У нас куча интересных и клевых идей. И бейте в колокол, чтобы не пропустить ни одного ролика. Пока!